Привет, друзья! Меня зовут Марина, и вы на моем канале по вязанию. На просторах интернета я нашла очень красивый, нежный, потрясающий узор, который вяжется спицами. Вот так вот выглядит мой образец. Раппорт узора в ширину составляет 10 петель, плюс 1 петля для симметрии, плюс 2 кромочные. В высоту раппорт узора составляет 8 рядов. Начать вязание можно с такой резинки. Я рассчитала количество петель, чередование их, чтобы красиво выйти на сам узор. Такой узор красиво смотрится в любой пряже. Вот эта пряжа хлопок плюс акрил. Вот этот образец связан из стопроцентного хлопка. И также я связала образец из пуханорки. Вот так вот он смотрится. То есть можно связать летний вариант кофточки. Он будет выглядеть более нежно, более воздушно. Также таким узором можно связать и зимний джемпер, и будет он смотреться не менее эффектно, чем из тонкой и летней пряжи. У меня образец связан из пуханорки в 4 сложения плюс 1 дополнительная нить. Давайте приступим к вязанию самого узора. На спицы обычным способом набираю 33 петли. Это у нас первый, это у нас изнаночный ряд. Первую снимаю и начинаю вязать резинку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 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 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и последняя кромочная изнаночная. Переворачиваем, лицевая сторона, и далее вяжем по узору. У нас идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, и так до конца ряда. Изнаночный ряд, и дальше вяжем по рисунку, где лицевые лицевые, где изнаночные изнаночные, и резинку вяжем на необходимую нам высоту. Провязали резинку, и дальше приступаем к вязанию самого узора. Первую кромочную снимаем, не провязывая. Дальше лицевая, 2 петли вместе, при этом вот эту изнаночную я переверну. Это только будет в этом ряду. 2 вместе лицевой, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая и 2 петли вместе лицевой. При этом вторую лицевую я переворачиваю.
и 2 петли вместе лицевой будут провязаны с наклоном. Вот таким вот образом. Дальше повторяем. Лицевая, 2 петли вместе лицевой, при этом изнаночную я переворачиваю, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая, 2 петли вместе с наклоном. Эту переворачиваем и провязываем 2 петли вместе лицевой. И еще разок, лицевая, 2 петли вместе лицевой, переворачиваем, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая и 2 петли вместе лицевой. Так, остается у нас лицевая и кромочная. Ее мы провязываем изнаночной. В изнаночном ряду все петли провязываем изнаночными. Далее лицевой ряд. Первую мы снимаем, не провязывая. Остальные все провязываем лицевые, кроме последней кромочной. Ее мы провязываем изнаночной. Первую снимаем. Дальше все провязываем лицевыми. Последняя петля изнаночная. Изнаночный ряд. Первую мы снимаем, не провязывая. Все остальные провязываем изнаночными петлями. Лицевой ряд. Первую снимаем, не провязывая. Далее лицевая, 2 петли вместе лицевой, накид, 2 петли вместе лицевой, накид, лицевая, накид, переворачиваю 2 петли и провязываю вместе лицевой, накид, переворачиваю 2 петли и провязываю вместе лицевой. Лицевая. Повторяю. 2 петли вместе лицевой, накид, 2 петли вместе лицевой, накид, лицевая, накид, 2 петли переворачиваю, накид, 2 петли переворачиваю, провязываю вместе лицевой, лицевая и еще один раппорт, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, лицевая, накид, переворачиваю, 2 вместе провязываю лицевой, накид, еще раз 2 вместе, лицевая
и последняя изнаночная. В изнаночном ряду первую петлю снимаю, не провязывая, все остальные провязываем изнаночными. Далее лицевой ряд. Первую снимаем, не провязывая. Далее все петли провязываем лицевыми, кроме последней. Последнюю мы провязываем изнаночной петлей. Изнаночный ряд. Первую снимаем, не провязывая, и все петли провязываем изнаночными. Провязали. Далее наш узор будет повторяться. Вяжите с удовольствием. До встречи в новых мастер-классах и всем пока!